Песков раскрывает тайны о планах Москвы и сроках завершения войны. В Чехии считают, что украинские территории будут под оккупацией РФ долгое время, а Киев уже скоро сможет наносить ракетные удары по Кремлю. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Длительные переговоры. Зеленский делает ставку на мир. Что означают заявления украинского президента, сделанные во время визита в США? Индия – это шанс, который не следует упускать. Ракетный удар по Кремлю – реальность. В Москве готовятся к самым худшим для Путина сценариям, о чем говорит новая тактика партнеров Украины. Истребители F-15 и F-35 выпустили ракету в сторону российского самолета, который совершил 3 вторжения в воздушное пространство Японии. Новый виток эскалации над морем. Нарушение воздушного пространства нашей страны российским военным патрульным самолетом крайне прискорбно. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. В Украине все чаще стали говорить о будущем мире и о том, что конец войны близок. Автором прогнозов является Зеленский. На этот раз уже в США лишь за сутки он дважды говорил о возможном окончании боевых действий. Мировые СМИ цитируют Зеленского: «Мы ближе к миру, чем нам кажется. Мы ближе к окончанию войны», сказал украинский президент. А уже на своих официальных площадках в соцсетях он написал, что решительные действия союзников могут ускорить справедливое завершение российской агрессии против Украины уже в следующем году. Отмечу, что сейчас Зеленский находится с визитом в США, где представляет свой план победы. Зеленский провел уже ряд встреч с мировыми лидерами, в том числе и с премьером Индии Нарендрой Моди. К этой встрече приковано особое внимание аналитиков. Ведь напомню, что Моди в июле побывал с визитом у Путина, после отправился в Киев на встречу с Зеленским, после Моди звонил вновь Путину и совсем недавно отправлял в Москву своего советника. По данным Bloomberg, Киев, в свою очередь, хочет, чтобы второй саммит мира принимала именно Индия. О том, почему эти контакты важны, последовательность встреч и их результаты мы попросили проанализировать главу Центра анализа и стратегий политолога Игоря Чаленко. Индия – это шанс, который не следует упускать. И даже сейчас в публичной плоскости мы видим, как и российский агрессор, и Украина определили Индию как страну, которая может действительно стать посредником, медиатором в будущем переговорном процессе. Украина видит функцию и возможности Индии в вопросе организации второго глобального саммита мира. Российская Федерация, конечно, в этом вопросе пока публично отказалась, но тем не менее то, что контакты сейчас с индийской стороной интенсифицируются как со стороны Москвы, так и со стороны Киева, как раз показывает, что эта нить действительно может в перспективе привести к формированию определенного переговорного формата о завершении широкомасштабной войны. Кремль не заинтересован в любом мирном завершении войны, кроме полной капитуляции украинского правительства и уничтожения украинской государственности. Об этом говорится в отчете Американского института изучения войны. Аналитики акцентируют внимание на заявлениях представителей российской верхушки. В частности, на последних заявлениях Пескова, который уже дважды повторил, что для России нет альтернативы победе в так называемой СВО. Ну, вы знаете, что любая война, она так или иначе завершается миром. Но для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей. Как только эти цели будут достигнуты тем или иным путем, то специальная военная операция будет завершена. Трамп хочет поговорить по телефону с Путиным и Зеленским. Об этом он заявил на очередном предвыборном митинге в Пенсильвании. По словам Трампа, телефонный разговор будет о сделке между РФ и Украиной, и состоятся эти звонки при условии победы республиканца на президентских выборах.
Кроме того, Трамп в очередной раз повторил уже свою заученную фразу о том, что считает Зеленского лучшим продавцом. Теперь я вижу, что Зеленский здесь. Думаю, Зеленский – величайший продавец в истории. Каждый раз, когда он приезжает в страну, он уезжает с 60 миллиардами долларов. Миллиардами. Он так сильно этого хочет, но я бы поступил иначе. Я работал бы над миром даже до того, как стал бы президентом. Если я выиграю эти выборы, первое, что я сделаю, это позвоню Зеленскому и позвоню президенту Путину и скажу: вы должны заключить сделку. Это безумие, Байден. Когда в последний раз он говорил с Путиным? В Москве опасаются, что уже через пару лет Украина сможет наносить прямые удары по Кремлю. Об этом идет речь в статье Financial Times о том, как Киев лавирует между красными линиями Путина и нерешительностью Запада. Авторы издания со ссылкой на свои источники пишут, что сейчас Путин не особо беспокоится о своем авторитете в глазах западной общественности. Однако беспокойство все же есть. Например, Александр Габуев из Российско-Евразийского центра Карнеги в Берлине, с которым пообщались журналисты издания, говорит о том, что в России очень обеспокоены тем, что если Кремль никак не будет реагировать на действия Запада и его поддержку Украины, то уже через 2 года они увидят прямые ракетные удары по Кремлю. Financial Times пишет, что западные страны сейчас пользуются тактикой, далее цитата, «нарезки солями» или «варки лягушек», то есть постепенно принимают свои решения. Авторы издания также со ссылкой на слова директора Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Габуева пишут о том, к чему же РФ может прибегнуть, если Украина начнет наносить удары по военным объектам на территории РФ ракетами «Атакамс» или «Storm Shadow». В распоряжении Москвы есть целый набор инструментов: военные действия, ядерная угроза, которую Кремль рассматривает как последнюю страховку от поражения в этой войне, и гибридные угрозы, от кибератак и операций по оказанию влияния до саботажа и передачи оружия противникам Америки. Украине необходимо реально оценивать свои цели и быть готовой к тому, что часть территории останется под российской оккупацией, но временно. Так считает президент Чехии, бывший генерал НАТО Петр Павел. Он также говорит о том, что повсюду сейчас растет усталость от 31 месяца полномасштабной войны и уверен, что ни Украина, ни Россия не в состоянии и не смогут рассчитывать на достижение своих максималистских целей. В частности, Украине не удастся сейчас вернуть все свои земли, в том числе Крым, а России при этом не удастся завладеть полностью 4 украинскими областями, которые Кремль считает уже своими и вписал в Конституцию. Если говорить о поражении Украины или России, то этого просто не произойдет, так что конец будет где-то посередине. Наиболее вероятным исходом войны будет то, что часть украинской территории временно окажется под российской оккупацией. Это временное явление может продлиться годы. Что стоит за заявлением президента Чехии и готова ли Украина к тому, о чем сказал Павел? Эти вопросы мы также задали главе Центра анализа и стратегий. В стратегическом плане Украина не меняет своих целей о возврате всех международно признанных территорий под свой контроль, но еще и до заявления Петра Павела гораздо ранее президент Зеленский отметил, что ряд территорий мы будем возвращать, очевидно, не военным путем, а уже дипломатическим. Но, опять-таки, цели, они не меняются. Они могут растягиваться во времени, да, они могут переходить уже там следующим поколениям политиков, но тем не менее. Украина точно не будет отказываться от своих территорий, но исходя из нынешних реалий, понятно, что для войны необходимы ресурсы, и если переговоры будущее позволят остановить активные боевые действия, понятно, что в военном плане вопрос возвращения территории будет отложен. Но с точки зрения общего настроя, понятно, что Украина будет и далее за них бороться. Абсолютно за все территории, включая и Крым, и 4 наши области. А что вы думаете о заявлениях президента Чехии? Поделитесь, пожалуйста, своим мнением в наших комментариях.
Белорусские политзаключенные вынуждены работать на луковой плантации, которая принадлежит немецкому депутату, члену ультраправой партии «Альтернатива для Германии». Свой бизнес Йорк Дорнау успешно ведет недалеко от города Лида в Беларуси. Об этом сообщает Reform News. Авторам издания удалось пообщаться с одним из политзаключенных, который принимал участие в сельхозработах. По его словам, немецкий политик лично проверял работу политзаключенных. Reform News уточняет, что Йорк Дорнау заключил специальное соглашение с Лидским центром изоляции правонарушителей и регулярно привлекал к работам на его предприятии тех белорусов, которые были осуждены по политическим статьям. Работа не была бесплатной, в день политзаключенные получали около 5 евро, и эти деньги должны были пойти в счет содержания в центре. Как видим, Йорк Дорнау своеобразно подошел к решению кадрового вопроса «Цибулька-Бел». Он лично проверял качество работы белорусских политзаключенных. Немецкий политик знал и подписывал документы об оказании услуг с учреждением, где сознательно пытают белорусов. Японские истребители F-15 и F-35 впервые в истории использовали ракеты как метод влияния на российский самолет, который трижды лишь за несколько часов нарушил воздушное пространство Японии. В Токио уточняют, что ракеты, конечно же, были не боевые, а сигнальные. Тем не менее, ранее до такой точки напряжения не доходило. Известно, что Ил-38 был обнаружен над Японским морем, к северу от острова Рибун в префектуре Хоккайдо. В период с 13:00 до 16:00. Каждое нарушение длилось от 30 секунд до 1 минуты. Сигнальная ракета была выпущена уже после третьего вторжения в воздушное пространство и после неоднократных предупреждений. Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил правительственным чиновникам решительно и спокойно отреагировать на нарушение воздушного пространства, тесно сотрудничая с Соединенными Штатами и другими странами. Нарушение воздушного пространства нашей страны российским военным патрульным самолетом крайне прискорбно. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогают нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.